Привет! Я продолжу говорить о японской философии. Это вторая часть, всего их будет 6. Буддизм, прежде всего Махаяна дословно «великая колесница», наряду с Тхеравадой одно из двух основных существующих направлений буддизма, включающее ряд региональных школ, восходящих к сутрам, написанным преимущественно на санскрите и отличающихся по философии, в частности, онтологии и способам практики. Махаяна – великая, большая колесница буддийского пути, проходя по которому буддисты стремятся достичь пробуждения во благо всех живых существ. В основе теории и практики Махаяны лежит развитие бодхичитты и внеличностной запредельной мудрости праджня-парамиты. Праджня-парамитта – запредельная мудрость, одна из центральных концепций буддизма Махаяны, принципиально описывающая доктрину дхармы и пустоты шуньяты, кажущейся реальности и пути бодхисаттвы. Был и остается одним из важнейших источников для философских концепций, которые развивались в Японии. Особенно это ярко проявлялось в логике, философии сознания, эстетики, этики и онтологии. Буддийская философия, независимая по крайней мере по фактическим вопросам от чистой веры, была посвящена прежде всего таким концепциям, как 3 характеристики бытия, 4 благородные истины, 8-ричный путь, теория взаимозависимого возникновения. Сейчас поясню. В буддизме 3 характеристиками бытия, признаками существования существ считаются непостоянство анитья, неудовлетворенность или страдание дукха и отсутствие неизменного я анатман. 4 благородные истины – одно из базовых учений буддизма, которого придерживаются все его школы. 4 благородные истины сформулировал Будда Шакьямуни, и кратко их можно изложить так. Существует страдание, существует причина страдания, жажда, привязанность, страстное желание. Существует прекращение страдания, нирвана. Существует путь, ведущий к прекращению страдания, благородный 8-ричный путь. 8-ричный путь, благородный 8-ричный путь, путь, указанный Буддой, ведущий к прекращению страдания и освобождению от сансары, лежит, будучи срединным путем посередине между приверженностью мирским удовольствием и самоистязанием. Теория взаимозависимого возникновения в буддийском учении, концепция причинности, разработанная в попытке уяснить причины страдания и способы избавления от него, представляет собой объединенное взаимодействие различных причинных факторов или условий для формирования результата. Теории, разработанные в этом процессе, определялись ориентацией на преимущественно религиозно мотивированную практику жизни. И впоследствии религиозный элемент стал доминировать в дискурсах, проводимых в рамках буддизма в Японии, начиная с периода Хэйан. Можно сказать, неофициальное внедрение буддизма в Японии началось в период Кафун. Инициатива исходила от корейских переселенцев из Пэкче. В дальнейшем буддизм, появившийся с претензией на универсальность и при этом толерантный, был включен в Конституцию 17 статей. Конституция 17 статей, Кэмпо Дзюшитидзё, дословно законоположение в 17 статьях, старейший законодательный акт Японии, заключенный принцем Сётоку в 604 году. Содержит 17 статей, созданных на буддийской и конфуцианской идеологической основе. Статьи требуют от аристократов и чиновников соблюдения монархического порядка и гармонии в государственных делах. Специфическая форма буддизма, впервые практиковавшаяся в Японии, магический ритуальный буддизм, похожий на традиционные народные верования, объясняет характерную для древних японских мыслителей манеру придавать меньшее значение взаимоисключающим и соперничающим последовательным, но абстрактным теориям, но отдавать предпочтение в спорах той, которая была более всеобъемлющей и наиболее согласованной с уже сложившимися представлениями. Это также привело к быстрому отождествлению местных божеств ками с буддизмом, и выразилось это в так называемом симбуцу шугу.
синто-буддийский синкретизм или симбуцу-шуго. Симбуцу-шуго – эклектическая концепция взаимопроникновения двух восточноазиатских религий, синтоизма и буддизма, а также явление их гармоничного сосуществования в Японии с X века по 1868 год. Затем буддизм был официально введен в Японии при императоре Кимэй Тенно. В этом контексте буддизм последовательно превращался в поддерживаемую государством религию, соответствующие учения, доктрины, философии были поддержаны. В последние десятилетия периода Асука начались реформы Тайка, Тайка но Касин, обновление Тайка, крупнейшие социально-политические преобразования в истории Древней Японии, которые были проведены в VII-VIII веках, а также была введена система Рицурё, Рицурё-сей, система уголовного и гражданского права или правовая система, политико-правовая и социально-экономическая система централизованного японского государства VII-XI веков, которая базировалась на уголовном рицу и гражданском рё праве, определенном древнеяпонскими кодексами Тайхо-Йоро и другими законодательными и подзаконными актами. Центральной идеей этих политико-правовых реформ было объединение империи под властью единого правителя Тенно, упразднение или ослабление старой знати, а также реализация принципов наказания и поощрения за все государственные добродетели посредством тотального верховенства закона и легитимизации повышения эффективности правления и администрации посредством сознательной критики и методичного недоверия. Хотя очень немногие из этих требований были фактически реализованы в долгосрочной перспективе, эти концепции государственной философии и этики, явно соответствующие конфуцианству и легизму, тем не менее оказались актуальными для дальнейших философских дискуссий в японской истории. До противостояния с неоконфуцианством в период Эдо эти философские идеи также в основном принимались некритично, в отличие от дискурса внутри буддизма. В Конституции 17 статей утверждалась идея универсального государства и выдвигались такие идеалы, как богожелательность или человечность, гуманность, совершенная нравственность, справедливость, мудрость, надежность, верность и гармония. В Конституции упоминаются китайские труды Лунь Юй, Ли Ци, Цо Чуань, Шу Цин, Ши Цин, Хань Шу, мыслитель Сюнь Ци. Другой вспомогательной идеей являлась идея простого человека, которая использовалась для аргументации правдоподобности и возможности внедрения принципа гармонии. Общие нормативные акты, разъясняющие и объясняющие конкретные законодательные изменения, напрямую ссылались на государственно-философские идеи конфуцианства и легизма в своей терминологии. Было усилено влияние инь и ян в виде, например, идеи гармонии через использование закона и развитие конфуцианской философии. Идеи гармонии развивались через единство неба и земли, что соответствует единству правителя и подданного, а также единству человека и природы, многообразию вещей мира. Плюс была критика суеверий. Центральными темами буддизма периода Нара были понятия шуньята, пустота, взаимозависимое возникновение, дхарма, дзокутай, мирская истина, житейская истина, шинтай, высшая истина, абсолютная истина, нирвана и природа Будды. Многие были единодушны в том, что дзокутай является бессущностным и условным, что дхармы бессущностны и возникает лишь условно. Многие школы интерпретировали вступление в нирвану как реализацию определенного истинного способа существования, который выражается в следующем поведении: не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не лгать, не злословить, говорить благоразумно. Это золотые правила, это соответствует онтологизации этических